Это рассказ о человеке, который прилаживает к себе мир, когда это ему удается, и прилаживается сам к миру, когда ему не остается ничего другого. Айра Уолферд. История изобилует мучениками, но кроме русских я не знаю таких, которые, отдавая все, совсем ничего не получали бы взамен. Марк Твен. В России надо жить долго. Корней Чуковский. Надо больше работать и меньше думать о себе. Николай Морозов. Он умер вот в этом самом доме, в 100 метрах отсюда. А здесь он похоронен. Став легендой еще при жизни, он остался мифом и после смерти. Это миф о несгибаемом революционере, жестоком террористе, крупном ученом, внесшем весомый вклад во все мыслимые науки, уникальном долгожителе и даже боевом снайпере. А в придачу существует миф, что все перечисленное тоже миф. Нет, он не был сверхчеловеком. Он, как и все мы, ошибался, терял и терпел поражение. Он самоотверженно отправился просвещать народ, но отступил. Он решительно вступил в борьбу с самодержавием, но проиграл в этой борьбе. Он хотел ниспровергнуть мировую историю, но она устояла. Он хотел быть великим ученым, но на его счету нет ни одного признанного открытия. А то, что он сам считал главным делом своей жизни, сделало его скорее посмешищем в глазах научного сообщества. Он пытался укрыться в чистой науке, но не смог. Он, скептически отнесшийся к Октябрьской революции, стал одним из ее символов. Он пережил всех друзей. Он перенес бури XIX века и еще более ожесточенные бури века XX. Он был жестоко выброшен из жизни и научной деятельности и затем всю жизнь наверстывал упущенное. Он принимал внешние почести, но внутренне остался отшельником, желающим убежать от внешнего мира. Жизнь — это вереница ошибок и компромиссов. Это можно сказать и о жизни Николая Морозова. И я хочу рассказать вам об этой жизни великолепной, несмотря ни на что. Я хочу вам поведать не миф, но историю живого человека, боровшегося, ошибавшегося, искавшего счастье для себя и всего человечества, хотевшего быть счастливым и с беспримерным мужеством вынесшего все жестокие удары судьбы. Это история про невидимые миру слезы и про силу человеческого духа. Впрочем, начнем с самого начала. Он родился в этом самом доме, в 100 метрах отсюда. В 1941 году на запрос американца мистера Роберта Тилтона Морозов сухо отвечает: «My biography is too long for your brief questionnaire». «Моя биография слишком длинна для краткого изложения». Он прожил 92 года и многого добился, но за фасадом кажущихся побед прячется трагедия одаренного человека, который мог бы дать миру намного больше. Если бы Николай Морозов закончил университет и занялся научной деятельностью, русская наука без всякого сомнения получила бы еще одно блистательное имя, и сейчас бы мы оценивали Морозова наравне с Ломоносовым. Имение Барок, место силы Николая Морозова, где он родился, жил и умер, было типичной русской усадьбой своего времени. Его основал на месте сгоревшей в середине XVIII века деревни Барок прадед Морозова, солдатский сын Егор Алексеев, получивший дворянское звание после службы в свите Павла I. А в 1827 году на дочери Егора Алексеева Вере женится боевой офицер-артиллерист Алексей Щепочкин, мать которого – Вера, из рода Нарышкиных, как и мать Петра I. Этим дальним родством с Петром будут очень гордиться как дед Николая Морозова, так и его отец Петр, названный как раз в честь первого русского императора. Алексей Щепочкин был толковым офицером и хорошим хозяином. Он привел в порядок усадебное хозяйство,
стал уездным предводителем дворянства и родил еще 2 детей. Но 21 сентября 1840 года дети осиротели. Дворовые крепостные закатали в печку барского дома бочку с порохом и ночью взорвали. Причины теракта достоверно неизвестны. Щепочкины гибнут под развалинами, а дети остаются живы лишь случайно. Опеку над детьми и над усадьбой взял брат погибшего Николай Петрович Щепочкин, который отправил осиротевших девочек в московский пансион, а 8-летнего Петю, будущего отца Николая Морозова, в кадетский корпус. В итоге никто из детей не узнает родительской ласки и отцовской заботы, что наложит отпечаток и на их собственные семейные отношения. Окончив кадетский корпус, Петя Щепочкин некоторое время служил, но уже в 1851 году вернулся в родовой дом, который лежит в руинах, так и не восстановленный после взрыва. Денег взять неоткуда. Но 20-летний Петр решает заняться тем единственным, в чем понимает толк – это лошади. Он берет кредит, строит в Барке конюшни, покупает рысаков, вступает в российское беговое общество и богатеет. А в 1852 году, через 2 года после возвращения, он женится на собственной крепостной крестьянке Анне Плаксиной. 18-летняя блондинка так поразила молодого помещика, что он дал ей вольную, приписал к мещанскому сословию города Малоги, сменив фамилию Плаксина на Морозова, и сделал хозяйкой своего дома. Брак этот, который принес Петру и Анне аж 7 детей, остался неформальным. Дети так и остались незаконно рожденными, и фамилии реального отца не носили. Морозовы – фамилия, по сути, фиктивная. Сам Николай Морозов, очень любивший мать, видел, как она страдает от своего неопределенного положения и тревоги за будущее. Это его ранило и, видимо, в итоге и вызвало бунт против отца, а если говорить расширительно, и против царя, и даже самого Бога. 8 июля, 25 июня 1854 года у него родился первый сынок Коля, который оказался очень одаренным ребенком, с прекрасной памятью, живым воображением и неуемной жаждой знаний. До 7 лет его не трогали. Читать он научился самостоятельно и перечел все книги в отцовской библиотеке Барского дома. В своих мечтах он был и великим первооткрывателем, и известным ученым, и знаменитым путешественником. Друзей у него не было, и одинокий мальчишка оказался предоставлен самому себе. Романтичный Коля перечитал всю русскую классику, а затем перешел к научным книгам. Изучив созвездия по старинным астрономиям, он перерисовал карту звездного неба в свою тетрадь, а в яркие звездные ночи забирался на крышу дома и оттуда любовался своими сияющими небесными друзьями. Эта грустная и поэтическая картина, маленький мальчик в одиночестве, сидящий на крыше и разговаривающий со звездами, и есть отражение души нашего героя. Коля собирал энтомологические и ботанические коллекции, устраивал на пруду мореходные опыты, увлекался геологией и биологией, а силу своего духа укреплял ночными прогулками по кладбищам и ночному лесу. Растущий среди дикой природы и находясь под влиянием мистически настроенной няни, мальчишка одушевлял природу. Каждое деревцо, речку, птиц. Утром он здоровался с зарей и солнцем, а вечером прощался с ними, чтобы поприветствовать ночные светила. «Здравствуй, луна», — говорил он. «Здравствуйте, звезды». Первоначальное обучение Николенька вместе с братом и 5 сестрами прошел дома, а в 1871 году поступил во 2-ю Московскую классическую гимназию, после которой в планах Санкт-Петербургский университет. В Москве Морозов сперва жил у своего гувернера Мореля, а потом в новом здании вокзала Московско-Рязанской дороги, теперь Казанского вокзала. Там хозяин дороги, фон дер Вис, селил во 2-м этаже своих инженеров. Одним из них был и старший брат одного из одноклассников Морозова, Печковский. В его квартире нашлась комната и для нашего героя. Морозов тут же наполняет ее книгами, ботаническими коллекциями, минералами и окаменелостями, собирая их в карьерах и на берегах Москвы-реки. Найденные экспонаты увлеченные мальчишки относят в Московский университет. И по легенде, в нынешнем музее до сих пор хранится какая-то принесенная лично Морозовым доисторическая челюсть. В 1871-72 годах Морозов уже числится в рядах вольнослушателей естественного факультета Московского университета. А в своей 2-й Московской гимназии талантливый юноша создает естествоиспытательский кружок, романтично организованный как тайное общество. Вот как сказались приключенческие романы.
В 1874 году на одной из таких любительских лекций Морозова замечает студент МГУ Блинов, который и знакомит его с настоящим тайным студенческим обществом. Как раз в это время Россия переживает первый реально массовый рост общественного недовольства властью. Кривобоко проведенная реформа крепостного права вызвала ряд крестьянских бунтов, после подавления которых на защиту крестьян встала вся интеллигенция. В 1860-е годы одна за другой возникали нелегальные антиправительственные группы и кружки, а спустя 10 лет движение стало масштабнее. В 1873-74 годах, как раз во время прибытия Коли Морозова в Москву, более 3000 человек, в основном студентов, отправляются в народ с целью пропаганды революционных идей. В первых рядах народнически настроенных студентов были слушатели Московской Петровской лесной и земледельческой академии, а также дружественного ей Московского университета. И там подросток Николай Морозов бывает на лекциях и знакомится со всеми будущими товарищами по народной воле. Пылкий гимназист быстро проникается народническими идеями, получает доступ к подпольной библиотеке и решает, что не может оставаться в стороне от борьбы за народное счастье. Старшие товарищи это ценят и приводят его в московский кружок чайковцев, где он влюбляется в 22-летнюю Липу Алексееву, а сама она увлечена молодыми революционерами и организует в своей квартире что-то типа революционно-художественного салона. Здесь же состоится и одна из самых решающих встреч в жизни Морозова. Он знакомится с 25-летним Сергеем Кравчинским. Находясь под его влиянием и увлекшись народовольческими идеями, Коля решительно рвет с семьей и учебой и в начале лета уезжает в деревню сеять хорошее, доброе и вечное. На этом заканчивается его официальное систематическое образование. Уже в советских анкетах он будет уклончиво писать «образование высшее», иногда прибавляя «самостоятельно». Хождение в народ заканчивается для народников крахом. Народ глуп, безграмотен, да и вообще представление о нем у интеллигенции несколько отличается от действительности. Идеалы романтичного Морозова поколеблены, но зато красавица Липа Алексеева отвечает влюбленному Коле взаимностью, и конец лета 1874 года становится для них медовым месяцем. В конце августа парочка расстается. 22-летней Липе, для которой это была щекочущая нервы игра, наскучивает революционер Коля, и после насыщенных летних каникул он едет в Москву, чтобы вернуться к учебе. Там его ждет потрясение. Возврата к прежней жизни уже нет. Он исключен из гимназии с волчьим билетом, внесен в списки на розыск и вообще числится отныне опасным преступником. Итак, Николаю Морозову всего 20, а его жизнь поломана. Власть как бы сама подсказывает Морозову, как поступить, и он решает идти путем самурая до конца. Путь этот, по подсказке товарищей, приводит его в эмиграцию в Швейцарию. Ему поручено налаживание доставки в Россию нелегальной прессы. Эмиграция длится всего 3 месяца. На самом деле в Женеве ему нечего делать и даже негде жить. Неприкаянный Морозов спит на полу на кипе бумаги, накрываясь ей же, питается хлебом и кофе, на лавочках Женевского озера читает запрещенные в России книги Герцена, Бакунина и Маркса, как и в Москве бегает на бесплатные лекции в Женевский университет, а на революционном поприще проявляет себя лишь публикацией пары статей. Тут из России приходит известие, что Морозов включен полицией в список 53 наиболее опасных и разыскиваемых преступников. Хотя ничего революционного Морозов совершить еще не успел, шестерня судьбы зацепила юношу за небрежно заправленную рубаху и продолжает тащить в кровавые жернова. Женевские политэмигранты с удивлением узнают, что застенчивый хрупкий Коля по прозвищу Воробей чуть ли не личный враг государя. Это немедленно повышает его ценность, и Морозов единогласно избирается членом Первого интернационала. Он тут же преисполняется важности и, дабы оправдать доверие товарищей, решает вернуться в Россию, где его ждут великие дела. Что это за дела, формулирует приехавший в Женеву Кравчинский. Поскольку пропаганда в народе провалилась, надо переходить к террору. Морозов запомнит эти слова, и позже они в нем прорастут, как собственные. Два Николая, Морозов и Саблин, весной 1875 года переходят границу, чтобы плотно заняться революцией. Но плотно революцией заняться они не успевают, поскольку 12 марта 1875 года их прямо на границе арестовывают и этапируют в Петербург.
Середина 1870-х была отмечена внезапным ростом количества радикально настроенной молодежи. В народ ушли тысячи молодых людей. Они наводнили глубинку, организовывали избы-читальни, собирали агитационные сходы и работали сельскими врачами и агрономами, чтобы облегчить жизнь простого человека, быть ближе к нему, а в итоге поднять бунт. В 1874 году, решающим для Морозова, народническим движением было охвачено более 40 губерний. Власть дико перепугалась и начала действовать как привыкла, ужесточая репрессии. В 34 губерниях было арестовано в общей сложности более 8 тысяч человек. Это количество напугало даже саму полицию, поэтому до процесса дошло 193 человека. Одним из этих 193 был и Николай Морозов. Но суд состоится только через 3 года, а пока что Морозова привозят в Питер. Тут он попадает в свое первое тюремное заключение, в Коломенскую полицейскую часть. Ему предлагают освобождение взамен на раскаяние и сотрудничество. Но Морозов отказывается даже разговаривать на эту тему. Всех арестованных собирают в свежепостроенной тюрьме, именуемой «Дом предварительного заключения» или «Дом ЗАГ». Здесь они просидят в одиночных камерах 3,5 года. Удивительная стойкость морозовского характера впервые проявится тоже здесь. Он ни разу ни на что не пожалуется, хотя условия очень тяжелые. К началу процесса умерло 43 человека, 12 покончили с собой, а 38 сошли с ума. Морозов же не собирается сходить с ума. Он берет в руки книги. Занимаясь по 12 часов в сутки, за время отсидки он изучает немецкий, английский, итальянский и испанский языки. Хочет выучить также шведский и голландский, но не находит учебников. А летом 1877 года во дворе Дом ЗАГа происходит событие, которое войдет во все учебники российской истории. Во время утренней прогулки арестантов петербургский градоначальник Федор Трепов, превысив полномочия, приказывает выпороть заключенного Боголюбова. Это вызывает бунт в тюрьме и общее возмущение на воле. Примерно через полгода Вера Засулич в качестве мести выстрелит в Трепова. – 18 октября 1877 года процесс 193 народников начат. Надо сказать, что он сработал не совсем так, как рассчитывало правительство. Конечно, малодушные были запуганы, но зато решительные только сплотились. Разрозненные группы увидели, что их много, что общество на их стороне и что правительство в целом растеряно. Именно в Дом ЗАГе сложилось ядро будущей земли и воли. Это будет немногочисленная группировка, но зато такого уровня мотивированности и сплоченности, которого Россия раньше не знала. На процессе группа адвокатов блестяще разбивает все обвинения, и приговоры в целом оказываются достаточно мягкими. А на следующий день после оглашения приговора происходит событие, которое перевернет всю доску. 30-летняя народница Вера Засулич приходит на прием к Федору Трепову и дважды стреляет в него. Полгода спустя суд присяжных ее вчистую оправдает, и она тут же скроется за границей. Выстрел Засулич вывел противостояние власти и оппозиции на новый уровень ожесточения. В ближайшие годы революционеры перейдут от мирной пропаганды к террористическим методам ведения борьбы, а полиция возьмется за них уже по-серьезному. – 7 февраля 1878 года Морозова освобождают. Он на время поселяется у товарищей по борьбе Софьи Перовской и ее друга Желябова, снимавших жилье в доходном доме барона Фредерикса на Лиговке 10. В последующие дни Морозов буквально на расхват. Для восторженной студенческой молодежи он ветеран и легенда. Хотя Морозов ничего такого не совершил, миф о нем вновь оказывается сильнее его самого. Он и сам попадает под обаяние этого мифа и начинает вести себя соответственно. Переходит на нелегальное положение и вместе с группой товарищей народников скрывается от надзора полиции в Москву, а потом в Тамбов. Планы большие, но неопределенные. То ли продолжать пропаганду, то ли собирать нелегальную группу с неясными целями. Март 1878. Морозову 24 года. В Тамбове летучая бригада народников снимает частный дом. Всей гурьбой заселяются туда и в основном проводят время в разного рода говорильне. Николай, впрочем, вполне счастлив.
Рядом друзья, а главное Вера Фигнер. Он влюблен в нее и подумывает сделать предложение. Из Тамбова народники едут в Саратов, где состоится важная встреча. Они знакомятся с Александром Михайловым, будущим главным организатором и, как его характеризовали товарищи, хозяином народной воли. Харизматичный и умеющий произвести впечатление Михайлов появляется буквально ниоткуда и быстро втирается ко всем в доверие. Тут в газетах начинают публиковать подробности про покушение Веры Засулич, и Морозов буквально потрясен идеей индивидуального террора. Там же он пытается объясниться с Фигнер, но встречает холодный отказ и грустно возвращается в Москву, а затем в Питер. Впрочем, с Верой Коля будет дружить до конца своей жизни и переживет ее всего на 2 года. В Питере, конечно же, Морозов первым делом встречается с Кравчинским. Тот успел поучаствовать в боснийско-герцеговинском восстании, в Италии боролся с режимом вместе с итальянскими анархистами-букунистами и вернулся домой с идеей организации личного террора против представителей власти. Воодушевленный примером Засулич, он решает убить начальника 3-го отделения полиции Николая Мезенцова. Но Морозова принять участие в покушении почему-то не приглашают. Видимо, зная мягкий характер младшего друга, Кравчинский не доверяет ему. А когда Морозов уезжает по делам в Нижний Новгород, Кравчинский в Питере ударом привезенного из Италии стилета убивает Мезенцова. После этого теракта Кравчинский становится героем подпольщиков и кумиром земли и воли. Тогда же он пишет знаменитую статью «Смерть за смерть», в которой объясняет смысл грядущей террористической практики. В отсутствии других регуляторов за произвол и нарушение законов самой властью мы будем прибегать к террору. Морозов выучит эту статью наизусть и позже фактически целыми абзацами перепишет ее в своей работе «Террористическая борьба». Александр Михайлов, носивший кличку «Дворник», якобы за прекрасное знание питерских дворов, личность очень загадочная. Появившись на горизонте молодых революционеров, он моментально втерся к ним в доверие, централизовал организацию и фактически стал ее хозяином. У него всегда откуда-то есть деньги, планы и документы, но взамен он требует полного контроля и полного послушания. Существует теория, что Дворник был креатурой какой-то из правительственных спецслужб или частных высокопоставленных лиц, потому что в царском дворце существовала серьезная оппозиция Александру II, и его устранение могло стать решением ряда вопросов, от наследственного до политического. В поддержку этой конспирологической схемы говорит то, как быстро и ловко Дворник перестроил всю деятельность земли и воли, а также невероятное везение террористов, продолжавшееся ровно до того момента, когда цель была достигнута. «25-летний Николай Морозов все это время выполняет мирные обязанности редактора подпольной газеты и переживает период новой влюбленности. Его избранницей становится подруга Веры Фигнер, черноволосая и голубоглазая Ольга Люботович. Кстати, старшая сестра Анны Люботович, матери знаменитой летчицы, героя Советского Союза Марины Росковой. Люботович тоже была осуждена по процессу 193 и сослана в Сибирь, но сразу же бежала и вернулась в Питер. Романтичный Морозов влюблен в нее по уши, но робкий худенький юноша с печальными глазами совсем не нравится решительной девушке. Сама она влюблена в звезду, широкоплечего, громогласного и овеянного легендами Кравчинского, которому позже посвятит десятки страстных страниц, Морозова упоминая лишь мимоходом и только по фамилии. Когда Кравчинский после первого разгрома земли и воли уезжает за границу, Люботович немедленно следует за ним. Правда, избранник уже женат, поэтому она скоро вернется и только тогда, за неимением других вариантов, сойдется с Николаем Морозовым. К лету 1879 года в «Земле и воле» назревает раскол. Михайлов продавливает идею охоты на императора, но большая часть землевольцев с ним не согласна, отрицая террор в принципе. Чтобы разобраться с вопросами, решено провести организационный съезд. Перед съездом Михайлов со своими сторонниками собирает отдельную сходку в Липецке. На ней всего 11 человек, 6 из которых члены Петербургского кружка. Сговорившись заранее, на общем Воронежском съезде револьверщики, Михайловская фракция, выступает единым фронтом. Казнь императора Александра II.
Согласны ли вы с этим? Произведу поименный опрос. Морозов. Да. И решительно да. Фигнер. Да. Желябов. Безусловно. Плеханов. И решительно нет. Чего вы этим добьетесь? Только того, что после имени Александра вместо 2 палочек будут стоять 3. Александр Михайлов на компромиссы не идет и тянет в сторону террора. Оппоненты, деревенщики, против. Их предводитель Плеханов в итоге демонстративно покидает собрание, происходит раскол, и с июня 1879 года земли и воли более не существует. На обломках организованы 2 новые группы. Это «Черный передел», несмотря на страшное название, это как раз мирные деревенщики, и, собственно, «Народная воля». Револьверщики-террористы со своим боевым крылом, которые решают назвать исполнительный комитет. Николай Морозов, который в отсутствии эмигрировавшего Кравчинского смотрит в рот решительному Михайлову, решает пойти с ним до конца. Всего в исполнительный комитет входит 16 человек. 26 августа 1879 года эта группа принимает решение об убийстве Александра II, считая, что этот теракт дезорганизует правительство и создаст условия для революционного выступления народа. Кто и с какими лозунгами будет выступать, народовольцы не имеют ни малейшего понятия. Они просто хотят выбить главный камень. А там уж как-нибудь само все образуется. Первый их план – сразу же сработать по-крупному, подорвав императорский поезд. Михайлов все организовывает и оплачивает, и в ноябре 1879 года по очереди предпринимаются сразу 3 попытки взрыва на железной дороге, все безуспешные. Но исполком останавливаться не собирается. Ни Морозов, ни его названная жена Ольга Люботович в подготовке и исполнении терактов участия не принимают. Работа Морозова чисто журналистская и секретарская. Он хранит архив организации у издателя Зотова, жившего в доходном доме Краевского, известного как 5 Николаев. Живет он с Люботович в квартире 15 дома 124 на Невском проспекте. Это странная пара, и ведут они странную жизнь. То сходясь, то расходясь, отношений своих не регистрируя, и хотя Морозов в мемуарах позже станет отзываться о Люботович очень тепло, постоянно называя ее женой, сама же она в своих воспоминаниях упомянет о нем всего пару раз. Увлеченный романтикой подполья, Морозов в своих статьях выступает как последовательный сторонник террора. «Политическое убийство – акт мести», – решительно пишет он. Главное средство для борьбы с деспотизмом. Морозов хрупок, румян, несмотря на бородку, выглядит очень молодо. Для солидности ходит весь обвешанный оружием, выражая всяческую готовность сражаться. Но, по иронии судьбы, так и не примет участие ни в одном боевом столкновении, ни в одном налете и ни в одном теракте, оставшись в истории народной воли лишь скромным канцелярским работником. Но это счастливый период его молодости. Он окружен боевыми товарищами, он жертвенно занимается романтичным опасным делом и верит, что это все во благо Родины. Плюс рядом любимая женщина. А ведь любить гораздо лучше, чем быть любимым. Так чего же еще желать? Но в начале 1880 года Морозов внезапно исполняет совершенно невероятный для него финт, подобно которому в его жизни не было и больше не будет. Он бросает своих товарищей на переднем крае борьбы, как чуть раньше поступил и его кумир Кравчинский, оставляет свой пост и эмигрирует из России. Почему? Конечно же, из-за женщины. В январе 1880 года Ольга Люботович опять уезжает в Женеву. Это очередная попытка добиться внимания Кравчинского, который там живет. Морозов увязывается за ней, и странная пара покидает Россию в самом начале февраля 1880 года. А в октябре того же года в Женеве Люботович родит девочку. Она считается дочкой Морозова, но даты не сходятся. Вероятно, на самом деле это ребенок Кравчинского, от которого Люботович забеременела сразу по приезду. По приезду в Женеву Морозов окончательно убеждается, что он лишний в этом любовном треугольнике. Стремясь отвлечься от переживаний, он с головой кидается в науку и революцию. А самая главная встреча этого периода состоится в Лондоне,
где товарищ представляет его самому Карлу Марксу. Вы меня просите рассказать о моем знакомстве с Карлом Марксом, но, к сожалению, оно было очень непродолжительно. Он дал мне несколько книжек своих, в том числе и коммунистический манифест знаменитый, который потом и был издан в третьей книжке «Социально-революционной библиотеки». Эта короткая встреча станет для Морозова подарком судьбы и очень пригодится ему в будущем. Став уже в СССР живой реликвией, он начнет ее всячески эксплуатировать, позиционируя себя как одного из первых российских марксистов. На самом же деле, в то время Морозов продолжал проповедовать самый оголтелый терроризм. Очарованные личностями Вильгельма Телля, Шарлотты Карде, Веры Засулич и, конечно, Сергея Кравчинского, Морозов хочет быть достойным этих имен. В своей программной брошюре «Террористическая борьба» он развивает мысль Кравчинского, что террор – крайнее средство добиться справедливости в отсутствии других инструментов, и что это самое справедливое из всех форм революции, потому что казнит только тех, кто действительно виновен. Идеи террора тогда широко обсуждались и вне революционных кругов. Даже Лев Толстой писал: «Теракты возбуждают среди императоров удивленное негодование, как будто они сами никогда не принимали участие в убийствах, не пользовались ими и не предписывали их». За время, открытой выстрелами Засулич эпохи массового террора, погибнут и получат ранения до 17 тысяч человек. Морозов же, как и сама Засулич, в будущем откажется от этих взглядов и назовет себя эволюционером, решив, что эволюция перспективнее революции. В августе 1880 года оставшиеся в России народовольцы, ведомые Александром Михайловым, готовят новое покушение на императора – взрыв моста на Гороховой улице. Но и тут императору везет – покушение не состоится. А в ноябре сам хозяин народной воли Александр Михайлов арестован. Арест этот очень странен. Дворник фактически сам сдался полиции. Похоже, таким образом его вывели из игры. Впрочем, каким-то невероятным образом дворник продолжит руководить народной волей даже из Домзака. В разгар повальных арестов в декабре 1880 года исполком просит Морозова вернуться к работе. Людей не хватает. Ему и самому стыдно, что пока он катается по Европе, его товарищи гибнут в застенках. Он также понимает, что разрыв с Люботович уже состоялся. Она родила от Кравчинского дочку, ему рядом места уже нет, и, оставляя любимую женщину в объятиях любимого друга, Морозов надеется найти забвение, а может и смерть в революционном терроре. Но судьба и тут, если можно так сказать, благоволит ему. В кровавых событиях принять участие он не успеет, и его руки останутся чистыми. В январе 1881 года при возвращении в Россию Морозов, как и в прошлый раз, прямо на границе будет арестован. Пока полиция выясняет личность Морозова, Люботович тоже принимает спонтанное решение вернуться. Рождение ребенка на Кравчинского не подействовало, от жены он не ушел. Тогда Люботович, бросив грудного ребенка на попечение Кравчинского, уезжает из Женевы в Россию. Кравчинский же перепоручает девочку посторонним людям, а в итоге никому не нужная маленькая Бетта умрет от дифтерита и будет похоронена на кладбище в Монпелье. Люботович же будет в России арестована. С Морозовым они встретятся только через четверть века. Пока Морозов был в эмиграции, а затем сидел в тюрьме, его уцелевшие товарищи в марте 1881 года все-таки убили императора. Для 7-го покушения решено было использовать бомбу в подкопе из сырной лавки на Малой Садовой улице, по которой царь возвращался в Зимний дворец с военного развода в Манеже. Бомбы и взрывные заряды готовили Суханов, Кибальчич и Грачевский. Мину заложили в готовом тоннеле и стали ждать проезда по улице Царской кареты. Это был план А. Но, закончив развод, Александр II поехал другой дорогой, на что у террористов был и план Б. Узнав об изменении маршрута следования, Софья Перовская успела переместить бомбометальщиков Рысакова и Гриневицкого на новые места возле Екатерининского канала. В 3-м часу дня Рысаков бросил бомбу в Царскую карету.
а затем в уцелевшего императора кинул вторую бомбу Гриневицкий. Было много жертв среди гражданских, но террористов это не беспокоило. Примером для них послужило покушение Феличии Арсении на Наполеона III, когда от взрыва брошенной в императора бомбы погибло 8 и было ранено 150 человек. Наполеон III тогда уцелел, но Александр II нет. Он умер спустя час, уже дома, в Зимнем дворце. Все это время Морозов, пока полиция устанавливает его личность, сидит в уже знакомом ему Домзаке. После теракта его изобличают, и на допросе 24 апреля Николай Александрович дает единственное показание, соответствующее уставу его организации. Он признает себя членом народной воли, называет себя террористом по убеждению, но мужественно отказывается от любых показаний в отношении других лиц. Следует сказать, что примерно так же повели себя большинство народовольцев, в том числе и арестованная Ольга Люботович. Спустя почти год после ареста, в феврале 1882 на судебном процессе 20 народовольцам объявлен приговор. 10 обвиняемых приговорены к смертной казни, остальные — к каторге. Морозову везет. Его участие в московском подрыве железной дороги остается недоказанным. Ему дают пожизненное. Вошедший на престол Александр III помилует и еще нескольких смертников, заменив им казнь бессрочной каторгой. Ну а всех непосредственных участников теракта казнят 26 марта 1882 года. Морозова и остальных осужденных доставляют из Домзака в Петропавловскую крепость. Кто-то проведет здесь 2 года, а кто-то и остаток своей короткой жизни. В Российской империи было 2 главные государственные тюрьмы. Шлиссельбург, который находится на острове Орешек, и Петропавловская крепость. На территории крепости в Алексеевском Равелине, который находится на западном окончании острова Енисари, был поставлен так называемый секретный дом, где содержались самые важные узники империи. Алексеевский Равелин, возможно, самая трагическая часть нашей истории. Несмотря на то, что здесь народовольцы проведут не так много времени по сравнению с четвертью века заключения в Шлиссельбургской крепости, наибольшее количество смертей, самоубийств и казней приходится именно на эти 2 года. Складывается ощущение, что негласным распоряжением власти было как можно быстрее уничтожить арестованных. В конспирологической версии это объясняется просто. Народная воля и в самом деле курировалась кем-то из дворца. И теперь, после достижения цели убийства Александра II, нужно было как можно быстрее спрятать концы в воду. Равелин стал настоящей фабрикой смерти. Арестантов привозили сюда тайно, умерших хоронили тоже тайно, в безымянных могилах. Заключенные не имели имен и фамилий и назывались по номерам. Любые сношения с внешним миром были запрещены, о смерти заключенного родным и близким сообщать было нельзя. По сути, заключение в Равелин было своеобразной вариацией смертной казни. Выйти отсюда не должен был никто. Тесные темные камеры и сырость быстро подтачивали здоровье узников. Стены и пол постоянно были влажными. Плесень покрывала стены черной коркой. Краска слезала с них от соленой воды. Набитые конским волосом матрасы гнили. Окна были закрашены, прогулки запрещены. Заключенные болели, сходили с ума, кончались с собой, кидались на охрану, за что их казнили, получали цингу и туберкулез. Условия в тюрьме Алексеевского Равелина были совершенно особые, очень жесткие. Многие оттуда живыми просто не выходили. Считается, что в период 1881-84 годов из 24 узников Алексеевского Равелина умерло и погибло 7 человек. В Равелине исчез из поля зрения и знаменитый дворник. На суде он вел себя очень уверенно и беззаботно, а после суда его уже никто не увидел. Умер ли он в Равелине или спецслужбы успешно вывели своего агента из игры, мы уже никогда не узнаем. Николай Морозов не отчаивался и в страшной тюрьме Равелина. Он хотел пострадать за дело революции, и вот его мечта исполнилась. Нет смысла переживать по поводу тех ситуаций, которые ты не в силах изменить. «Мы хотели убить их», — стоически рассуждает он. «Теперь они имеют полное право желать убить нас».
Первоочередной задачей стало выжить в этих нечеловеческих условиях, а также занять свой пытливый ум. Морозов принимает неизбежное, и теперь для него настает время заняться собой и выжить. Для тела Морозов занимается гимнастикой и ходьбой, самостоятельно излечивает появившийся туберкулез, запрещая себе кашлять, чтобы не разрывать язвочек в легких, а для ума читает книги. Сперва книг узникам не давали, кроме религиозных, но изголодавшийся по интеллектуальной работе Морозов с жадностью набросился и на Библию, и на откровение Иоанна Богослова. Во время чтения ему, увлеченному астроному, пришло в голову, что апокалипсис состоит из смеси астрологических соображений с чрезвычайно поэтическими описаниями движений и форм различных туч, которые видел автор апокалипсиса в грозе, разразившейся 30 сентября 395 года над островом Патмос в греческом архипелаге. Позже Морозов разовьет эти свои соображения в работе «Откровение в грозе и буре», а затем и в длинном ряде книг по новой хронологии, который решит переосмыслить историю человечества через призму астрономии, химии, биологии и ботаники. Как естествоиспытатель и сын своего времени, он решает, что историю нельзя изучать в отрыве от других научных дисциплин. А как революционер решает отвергнуть устои и подвергнуть сомнению древние законы и правила. Случайно родившаяся в сумрачной камере Алексеевского Равелина идея разовьется в гипотезу, а та — в комплексную систему. Хотя на самом деле новая хронология станет для Морозова, склонного к точным наукам, а не домыслам, скорее запасным вариантом. Но об этом позже. Если Алексеевский Равелин был своего рода русской Бастилией, то новую тюрьму, выстроенную специально для народовольцев в стенах Шлиссельбургской крепости, можно было уже сравнить с замком Ив. 2 и 4 августа 16 заключенных Алексеевского Равелина и Трубецкого бастиона отправляют в крепость Орешек на крошечном острове посреди Невы. Увозят их по воде с пристани Петропавловки. Без предупреждения, вытащенные из камер к реке, арестанты решили, что их собираются утопить. Но нет. Позади меня находится комендантская крепость и Невские ворота. Для многих узников Петропавловской крепости это было последнее, что они видели в Петербурге. Потому что для них эти ворота были воротами смерти. Сажали в катер и отправляли в Лисий Нос, где стояла висельница, либо везли их в Шлиссельбург. И в мемуарах Николая Морозова и других революционеров можно прочитать леденящие душу описания этого последнего пути. В 40 одиночных камерах нового секретного дома народовольцы проведут следующие 20 лет. Сюда же будут доставлять новых террористов, например, группу старшего брата Владимира Ленина Александра Ульянова, которых повесят в стенах крепости ночью 8 мая 1887 года. Тела казненных родным не выдадут, их похоронят за стеной в братской могиле. На месте захоронения узников зимой 1919 года поставят памятный знак, а на стене, рядом с которой стоял эшафот для казней, в 1965 году будет закреплена мемориальная доска. Тюрьма же Алексеевского Равелина будет уничтожена. На ее месте теперь находится автомобильная стоянка. Всем, кто с позиции сегодняшнего дня критикует мотивации и поступки народовольцев, протестовавших против своей действительности вплоть до применения страшных методов террора, надо понять, что они были порождением самой этой действительности. Их породила несправедливость мира и социального мироустройства. Их создала сама власть своей глупостью, неповоротливостью, жестокостью и самодовольством. Революция — это всегда попытка выйти из тупика. Это отчаянный рывок в более справедливое будущее. Это жажда прогресса. Это частный случай эволюции. Чтобы избежать революций, обществу, возглавляемому властью, необходимо двигаться по эволюционному пути. В первую очередь пути прогресса и социальной справедливости. Самому двигаться, поступательно и неотвратимо, озвучивая планы, обозначая приоритеты. Власть же обязана, прислушиваясь к критике, гибко реагировать на вызовы времени и, конечно, демонстрировать обществу результаты. А отклонение от этой схемы будет вызывать к жизни все новые и новые поколения революционеров.
С 1884 по 1905 год Николай Морозов и его товарищи – узники Шлиссельбургской крепости. Одиночки в новом секретном доме не сильно отличались от привычных в тюрьме Равелина, разве что потолки повыше. Выкрашенные в темно-серый цвет стены, закрашенные окна, откидная кровать, байковое казенное одеяло, металлическая миска, деревянная ложка, железный столик и табурет. Фигнер назвала камеру мрачным ящиком, Михаил Новорусский – каменным мешком, а Морозов сказал: «Я сидел во Вселенной». Это было суровое испытание. В новой и старой тюрьмах отбывали заключение 68 человек. 15 из них были казнены, 15 умерли от болезней, 8 сошли с ума и 3 покончили с собой. Слабые и неустойчивые не справились с вызовом, сильные духом одолели его. Длительное заключение имело несколько периодов. Жесточайший сначала, с годами режим смягчился. С 1885 года заключенным разрешили разнообразное чтение и письменные занятия в камерах. В кельях появились чернила и бумага. Тотчас же возникла целая литература повестей, рассказов и воспоминаний, писавшихся для развлечения друг друга. С 1886 года были разрешены прогулки во дворе крепости и огородничество. В 1887 в помещениях соседних башен были организованы мастерские – столярные, слесарные, токарные, а позже биологические и химические. Изделия своего труда было разрешено продавать на волю, что помогло арестантам финансово. Михаил Новорусский построил мини-инкубатор и разнообразил тюремный стол свежими яйцами. Михаил Фроленко развел на стенах висячие сады и каждый клочок пригодной земли в крепости засаживал яблонями. Одну из них он высадил у старой тюрьмы на месте эшафота, где был повешен Александр Ульянов сотоварищи. В годы Великой Отечественной войны эта яблоня погибла, но в 1961 году бывший узник крепости Виктор Янович Ильмаз и участники обороны крепости высадили на ее месте новую, которой в этом году уже 60 лет. В 1892 году у Морозова для занятий даже появляется микроскоп, а в 1897 заключенным впервые разрешают переписку с родными, не более 2 писем в год. «Дорогие мои», — пишет Морозов в первом письме домой, — «верно, кроме матери, вы все уже давно позабыли меня». Слабые погибали, сильные находили силы. Для Морозова Шлиссельбург стал подлинным университетом самообразования. Он выучил 11 языков, написал 26 томов научных трудов по истории и философии, химии и физике, математике и астрономии, политэкономии и аэродинамике. Тюремный надзиратель вспоминал: «Морозов сидел по-благородному. Заглянешь в глазок, а он либо пишет, либо так себе спокойно думает». Кроме химических исследований, Морозов пишет работу по математической физике, изучает вопросы сопротивления среды, имея в виду баллистику и запуск космических аппаратов, обращается к векториальной алгебре и высшей математике. Но основной работой Морозова в тюрьме на протяжении почти 7 лет была его монография под названием «Периодические системы строения вещества. Теория образования химических элементов». Именно о ней затем высоко отзовется Менделеев. В ней Морозов во многом предвосхитит современные ему научные открытия, предсказав существование сложного строения атома. Взгляды, к которым он пришел в Шлиссельбургской крепости, во многом подвинули бы химию, если бы своевременно были опубликованы. Его догадки удивительны и ошеломляющие. Они намного опережают современные ему взгляды на строение вещества, но свет о них узнает только после освобождения, когда они уже устареют. Параллельно с работами по точным наукам Морозов, развивая гипотезу, родившуюся в Алексеевском Равелине, продолжает ревизию древней истории и священных писаний. Чтобы найти истину, каждый должен хоть раз в своей жизни освободиться от усвоенных им представлений и заново построить систему своих взглядов, писал Рене Декарт, и Морозов занимается именно этим. Николай Морозов явился в России первым, кто заподозрил определенные ошибки в скаллигеровской хронологии и запустил именно революционный процесс подхода именно, так сказать,
классическим датировкам, к отражению событий, известных исторических человечеству, с позиций независимых, с позиций астрономических, с позиций математических. И, так сказать, на стыке наук именно он, из русских первый, кто открыл, в общем-то, в чем-то новую хронологию. Идея, что история человечества во многом искажена, не нова. Незыблемость исторической науки подвергается критике еще с 17 века, а у истоков переосмысления датировок и источников стоял еще Исаак Ньютон. На написание работы «Откровение в грозе и буре», которая для него была скорее игрой ума и отдыхом от точных наук и бесконечных формул, Морозов потратил всего год, в 7 раз меньше работы по химическим исследованиям. Но по злой насмешке судьбы именно эта работа, а не труды по химии, станет для него фирменным знаком и во многом займет его дальнейшую жизнь. — 25 июля 1904 года Николаю Морозову исполняется 50 лет. Это возраст, когда другие, более удачливые ученые уже имеют вес и уважение в своих областях, научные звания и собственные школы, награды, почет и, главное, осознание своей пользы для человечества и науки. У арестанта Морозова же впереди только вечное заключение в каменных стенах. Но осенью 1905 года Николай II в ответ на революционные волнения в империи опубликовывает манифест, предполагающий свободу совести, собраний, союзов и вероисповеданий, а также амнистию политическим. И 28 октября 1905 года часть народовольцев, Морозов в их числе, по воде отправляют обратно в Петропавловку, чтобы оттуда выпустить на свободу. Перед освобождением они расписываются на этой грифельной доске. За время, которое Морозов просидел в тюрьме, мир стал другим. Изменилась страна. 2 раза сменился монарх. Разорившись, умер отец Морозова, не перенесший трагической судьбы сына. Ослепла мать. Сестры выросли и повыходили замуж. Люботович тоже вышла за другого. Освобожденные из Шлиссельбурга народовольцы стали народными героями, как бы вынырнувшими из прошлого, чтобы явить собой пример революционной стойкости и самоотверженности. Им помогают обустроиться, собирают для них деньги. Большинство пожилых революционеров разъезжается по домам. На арене Петербурга остается только Николай Морозов. Он заявляет: «Тюрьмы отняли у меня четверть века, поэтому я не беру эти годы в зачет жизни». Это значит, что ему не 50, а только 25. И он ведет себя как молодой человек. Он голоден до впечатлений и ощущений. Он наслаждается вниманием к своей персоне и своей истории. Он бывает везде и всюду, посещает благотворительные обеды и сборные концерты в пользу бывших узников, начинает читать лекции по химии, физике, астрономии и, конечно, новой хронологии. Затем ездит с гастролями. В общем, он очень популярен. Церковь пытается запретить его выступление с обсуждением апокалипсиса Иоанна Богослова, но скандал только подогревает интерес. Монография Морозова «Откровение в грозе и буре» выходит в 1907 году, нещадно критикуется историками, становится бестселлером, вызывает огромный интерес у публики и формирует армию поклонников. Но сам Морозов считает делом своей жизни именно свой труд по химии. Он направляет его на оценку Менделееву. Тот высоко отзывается о его прозрениях и даже направляет в Петербургский университет представление на присуждение Морозову степени доктора химических наук honoris causa. Правда, это роскошное определение всего лишь обозначает «почетный доктор». Возможно, Менделеев смог бы сделать для Морозова и больше, но судьба опять зло шутит над нашим героем. В начале 1907 года Менделеев умирает, и надежды на поддержку умирают вместе с ним. Другие маститые химики о труде Морозова отзываются благожелательно, но дают понять, что актуального научного значения его работа не имеет. Это чудовищный удар по самолюбию и планам талантливого самоучки. Удар, который, пожалуй, мог сломать любого, кроме Морозова. Поняв, что в химии он опоздал, он решает заняться другими науками, в том числе и разоблачением истории. На этой ниве конкуренции не наблюдается, Морозов видит в этом свой шанс и начинает писать продолжение своего откровения.
это будет первый том «Христа». С неожиданной стороны приходит помощь. Знаменитый Петр Лесговт, анатом, физиолог, педагог и общественный деятель, старый знакомый Веры Фигнер, предлагает Морозову читать лекции по химии на его высших женских курсах. Курсы, а потом институт Лесговта, по сути, небольшой частный университет, у которого даже есть свое здание, купленное на деньги мецената Иннокентия Сибирякова. Часть квартир тут сдается под жилье, а также тут научные лаборатории, библиотека и даже пара музеев. В 1906 году Морозов читает у Лесговта курс лекций по химии, а затем принимает предложение хозяина поселиться в здании института. Случайно попав сюда, Морозов унаследует этот институт, спасет его от разорения и проживет в этом здании 40 лет. После своего освобождения в конце января 1906 года Николай Морозов еще раз встретился со своей бывшей возлюбленной Ольгой Люботович, проезжавшей через Питер домой в Тифлис с мужем Иваном Джабадари. Щепетильный Морозов просто ставит для себя точку. Все в прошлом. Он свободен. В марте 1906 года Морозов приглашен на масленичный обед, устраиваемый Шлиссельбургским комитетом в Озерном переулке 9, в квартире переводчицы Марии Ватсон. Морозов приглашен как герой революции, а место за столом рядом с ним занимает племянница Ватсон, молодая консерваторская пианистка Ксения Бориславская. Ей 26 лет, она выпускница Екатерининского института благородных девиц, и она всего на год старше умершей в младенчестве дочери Морозова Бетты. Галантный, умный и доброжелательный Морозов покоряет Ксению. Они болтают весь вечер. Узнав, что Морозов читает лекции у Лесговта, Ксения просит подтянуть ее для поступления в медицинский институт. Их частные занятия продолжаются всю весну и лето, перемежаясь прогулками по паркам и, в общем, вы все уже поняли. В декабре 1906 года на берегу Невы в присутствии каменных львов учитель делает своей ученице предложение руки и сердца. Этому знаменательному в своей жизни событию Морозов посвящает стихотворение «Облака». На Гнейсовой плите, ты помнишь, в час заката сидели мы с тобой на берегу Невы. Тревогой новых чувств душа была объята, и наблюдали нас лишь каменные львы. В тот час в душе твоей исчезли колебания. Я за любовь твою был жизнь отдать готов. Ксения с радостью отвечает согласием на предложение. Уже 7 января 1907 года влюбленные венчаются в маленькой церкви села Копань рядом с Барком. Церкви теперь нет, осталось только крошечное кладбище. Священник боится проводить венчание, думая, что матерый каторжник ограничен в правах. Молодым приходится в 30-градусный мороз ехать в Малогу, где они берут поручительство у нотариуса, возвращаются в Копань и все-таки венчаются в этот день. Вечером Морозов посвящает Ксении трогательные строчки, которые позже превратит в красивый романс друг Морозова, композитор Яков Израэль. Ксения станет для Морозова и музой, и ангелом-хранителем. С этого дня они практически не расстаются. Морозов же посвятил ей ряд своих работ и свой единственный сборник стихов «Звездные песни». Они проведут вместе 40 лет. Ксения переживет мужа всего на 2 года и будет похоронена в Барке рядом с ним.
С 1907 по 1917 год Морозов очень популярен и даже знаменит. Он пишет новые работы по химии и другим наукам, редактирует научные и научно-популярные издания и пытается популяризировать свое откровение, натыкаясь на жесткое критическое противостояние со стороны историков. Его приглашают вступить во всевозможные любительские научные общества и объединения. И он никогда не отказывается, став таким образом членом десятков из них, а в некоторых и почетным председателем. Он посылает свои стихи на оценку Гумилеву, Гумилев разносит их в пух и прах, ездит в гости к Льву Толстому, который похвально отзывается о книге его воспоминаний, дружит с Валерием Брюсовым. Он всеобщий любимец, символ несгибаемости, позитивного мышления, работоспособности и пример заразительного жизнелюбия. В 1908 году с Ксенией едет в Париж читать лекции по астрономии. Астрономия — звезды. Новое его большое увлечение. Он становится постоянным членом французского и британского астрономических обществ. Русского, разумеется, тоже. Затем Морозов увлекается воздухоплаванием и совершает несколько полетов на аэропланах в качестве пассажира или второго пилота. Одно из первых его воздушных путешествий — полет над Шлиссельбургской крепостью, бывшим местом его заключения. Она в то время открыта для свободного посещения. В 1910 году он вступает в Императорский всероссийский аэроклуб, а став членом метеорологического общества, поднимаясь в небо на аэростатах, проводит для него метеорологические исследования, в том числе ночные. Параллельно неутомимый Морозов, а ему уже 58 лет, занимается вопросами безопасности полетов, изобретает прообраз тормозных парашютов, спусковых капсул современных космических аппаратов и принимает участие в первом исследовательском полете для изучения влияния высоты и недостатка кислорода на человека. Можно сказать, что таким образом Императорское авиационное общество вместе с Институтом Лесговта дали начало российской авиационной медицине. К 1917 году Морозов в составе правления Петербургского аэроклуба, Ярославского аэроклуба и съезда российских летчиков. А уже после революции он обратится к советскому правительству с предложением участвовать в создании военно-воздушного флота молодой республики. И в архивах есть личное поручение Ленина о направлении Николая Морозова на работу в воздушный флот. Летние же месяцы Морозов с молодой женой проводят в родном Барке. Как странно отправлять вам это письмо в тот барок, который, благодаря вашим письмам из Шлиссельбургской крепости, стал знакомым и родным всей читающей России, пишет ему поэт Валерий Брюсов. А молодожены гуляют по Барскому парку, катаются на лодке по пруду. Морозов учит Ксану названием звезд и трав, рассказывает о своем детстве и юности. И среди этих русских холмов и полей несжатой ржи они счастливы так, как только могут быть счастливы люди. В 1912 году московское издательство «Скорпион» издает сборник его стихов «Звездные песни». Комитет по цензуре находит некоторые опубликованные в нем тексты смутьянскими и собирается арестовать издателя. Честный Морозов считает, что это несправедливо и предлагает взамен арестовать автора. Осенью 1911 года его признают виновным в публикации подрывных стихов, но никто всерьез не верит, что и в самом деле посадят. Проходит полгода, напряжение спадает, и летом 1912 года Морозовы уезжают на море, под Ялту, в имение жены Сергея Метальникова, директора Лесговтовского университета. Это прекрасное лето, полное купания, морских прогулок и дружеских посиделок, прерывается внезапно. В июне прямо в имение является исправник, получивший из столицы указание арестовать Морозова. Через Ялтинскую и Севастопольскую тюрьмы его этапируют в Двинск, где 5 июля заключают в крепость. Ксана следует за ним, поселяется в местечке неподалеку и практически ежедневно навещает своего лапочку. Заключение много легче, чем Шлиссельбургское, а главное, есть условия для работы. За год Морозов напишет очередной том своих воспоминаний и ряд других работ, а также изучит древнееврейский язык, 12-й по счету. Как обычно, он ежедневно работает по 8-10 часов. Кстати, после революции имение уехавшего за границу Метальникова «Звонкий источник» было национализировано, и в 1925 году
на его территории открылся пионерский лагерь-санаторий «Артек». Многотомный труд «Христос», который Морозов писал всю жизнь и который начат был знаменитым «Откровением в грозе и буре», сразу же подвергся шквальной критике со всех сторон. Морозов рассматривает апокалипсис как астроном, истолковав содержащиеся там видения как символические описания реальных астрономических явлений. Приходит он к неожиданным выводам. Иисус Христос жил не в первом, а в IV веке. Был он не Иисусом, а Василием Великим. Никакого еврейского народа не существовало, да и римлян, впрочем, тоже. А до начала новой эры на земле вообще царил каменный век. Книга «Откровение в грозе и буре» стала бестселлером 1907 года, но восхищение специалистов не вызвало. Аксаков назвал книгу Морозова «беспредельностью невежества». Историк Никольский разгромил ее с точки зрения профессионала. Философ Владимир Эрн писал: «Горе тому обществу, которое может серьезно признавать такие незрелые плоды мысли». Над Христом автор будет работать всю жизнь, но в итоге эта работа при его жизни даже не будет полностью напечатана, а после его смерти и вовсе забыта на полвека. Возвращение Христа в каком-то смысле состоялось только в наше время, когда Николай Фоменко и Глеб Носовский продолжили дело критического переосмысления исторических данных. В их музее новой хронологии в Ярославле часть экспозиции посвящена Николаю Морозову. На протяжении всей истории ученые, начиная с Исаака Ньютона, впоследствии Балдауфа, Момзена, Николая Александровича Морозова, задавались целью установить, так ли верна классическая хронология и не являются ли, так сказать, многие события правильно отраженные на исторической шкале. В любом случае, нельзя не отметить смелость самого хода мысли Морозова и его отвагу, с которой он выступил против незыблемых правил консервативного религиозного общества. Сама идея критического подхода и полет свободной мысли вызывают несомненное уважение. В период между двумя революциями Морозов читает много лекций, доход от которых составляет изрядную долю его бюджета. Половину получаемых сумм он перечисляет в фонды помощи неимущим студентам. Морозов гастролирует в 50 городах России с лекциями по химии, физике, астрономии, биологии, метеорологии, электропроводимости и строению вещества и, конечно, по истории религии и человечества. Синод запрещает ему говорить об апокалипсисе, но это лектора не останавливает. В августе 1915 года супруги Морозовы поездом отправились на Дальний Восток. Морозов как лектор и конферансье, Ксана с концертами фортепианной музыки. Только в одну эту гастроль за 2 месяца они провели 32 лекции и 14 концертов. Напомню, что Николаю Морозову уже 61 год. В 1914 году Морозов отправляется на фронты Первой мировой войны как делегат Земского союза помощи раненым и больным. По итогам поездки он публикует брошюру «На войне». В 1916-м увлекается лингвистикой и издает работу «Лингвистические спектры» — пособие по определению авторства текстов. И это прозрение в наше время используется уже на новом уровне. Это так называемая «дельта Берроуза». По состоянию на 1917 год у Морозова издано 17 работ по авиации и воздухоплаванию, 33 по астрономии, астрофизике и метеорологии, 20 по химии, 13 по физике и высшей математике, 36 книг и статей. Чувствуя себя незаконно рожденным сыном науки, Николай Александрович работал больше, чем любой из академиков, обращался ко всем научным направлениям, хватался за все доступные способы быть замеченным, признанным и войти, наконец, в мировую семью ученых на равных. После Шлиссельбурга Морозов революционной деятельностью больше не занимался. Вся его революционная биография вместилась, по сути, в 3 народовольческих года. Октябрьскую революцию 1917 года Морозов не принял и в печати полемизировал даже с самим Лениным. С годами бывший революционер стал называть себя эволюционером и встал на позиции медленного, но поступательного цивилизационного процесса, в
в ходе которого человечество само собой перейдет к коммунистическому устройству общества. А обеспечить этот процесс, по мнению Морозова, может только капиталистическая формация, при которой наука и техника развивается особенно интенсивно. Поэтому лучше процессу не мешать, а способствовать, а капитализм постепенно отомрет сам собой. Но большевики ждать естественного отмирания капитализма не собирались. Осенью 1917 года совершилась Октябрьская революция, и для всех наступила совершенно новая жизнь. Жизнь эта была сложной. В 1918 году Петроград был голодным и опасным местом. Бандитизм, голод, холод, неустроенность, новые люди в городах. Ясно, что в ходе уплотнений здание Лесговта рано или поздно подвергнется реквизиции. Музейные коллекции, лабораторная техника и библиотечные фонды будут выкинуты на улицу, а сотрудники останутся без работы и крыши. Директор института, наследник Лесговта, профессор Метальников, застигнут революцией в своем имении в Крыму. Он так и не вернется. В итоге уедет во Францию и станет светилом европейской биологии. На общем совете лесговтовцев принято решение избрать новым главой учреждения Николая Морозова. Это решение скорее политическое. Для новой власти бывший народоволец близок и может стать хорошей защитой. 63-летний Морозов не хочет взваливать на себя руководство, однако бросить коллег он тоже не может. Он соглашается, включает свои связи и совершает невероятное. Ему удается повесить частный университет имени Лесговта на баланс молодой Советской Республики, лично убедив Луначарского в том, что война-то закончится, а вот наука останется. Вероятно, здесь также большую роль сыграло не только имя самого Морозова, но и имя Петра Лесговта, революционное реноме которого было хорошо известно. Существует миф, что у Лесговта преподавал сам Ленин. Но это сказка. Они даже не были знакомы. Итак, частный институт Лесговта преобразовывается в Ленинградский естественно-научный институт имени Лесговта, получает от государства охранную грамоту и бюджет. Его сотрудники ставятся на паёк, что помогает им пережить голод. А сам, спасший людей, фонды и лаборатории института Николай Морозов, становится его официальным директором и остается им до самой своей смерти в 1946 году. К 1919 году институт имени Лесговта уже серьезное учреждение с рядом отделений – химическим, физическим, астрономическим, палеонтологическим и физкультурно-спортивным. Физкультурное отделение работает в составе старого естественно-научного института до 1924 года. А затем выводится в отдельный институт, которым заведует армия и милиция, уделяя внимание не науке, а подготовке бойцов. Этот институт тоже носит имя Петра Лесговта, и в следующие годы в Питере будет работать сразу два лесговтовских института, находящихся недалеко друг от друга. Спортивный Лесговт функционирует и сейчас, а вот оригинальный естественно-научный институт был расформирован почти сразу после смерти своего ангела-хранителя Николая Морозова. И таким образом дело всей жизни Морозова было уничтожено. Ныне даже само историческое здание на Английском проспекте находится в таком состоянии, что туда страшновато заходить. По результатам спасения Лесговтовского института Морозов уверовал, что новая власть готова идти ему навстречу, и обратился к ней с просьбой помочь в издании своего «Христа». Дескать, эта работа отвечает ее, новой власти, идеологическим постулатам. Она антирелигиозна и подразумевает пересмотр устаревшей буржуазной историографии. Идея поддержана, субсидии выданы, и в 1924 году выходит первый том «Христа». Труд, как это уже было с откровениями, вызывает ожесточенную критику. Тем не менее, с 1924 по 1932 по 1-2 в год издаются 7 томов «Христа». Морозов планирует все новые исследования, но в 1932 году издание внезапно прекращено. Времена изменились. К
К середине 30-х уже распущены всевозможные творческие объединения и создана централизованная система управления наукой, литературой и искусством. Власть взяла под контроль сферу производства смыслов. Время анархических творцов прошло. Альтернативные исторические проекты стали не нужны и опасны. Теория Морозова сначала нещадно критикуется, объявляясь ошибочной, а затем и вовсе исчезает из информационного поля. Опубликованные ранее его работы по новой хронологии перестают упоминаться. Высказываться на эту тему Морозову негласно запрещено, а изданный последний 7-й том распространяется только через спецхранилище. Можно предположить, что от ареста его в эти дни защищает только статус ископаемого революционера и та самая встреча с Марксом. Итак, труд всей жизни, на который Морозов возлагал большие надежды, веря, что он перевернет мировую историографию и внесет его имя в анналы мировой науки, практически стерт с карты. Это очередной крах, но 78-летний ученый находит в себе силы перенести даже это. Более того, Морозов не бросит свою работу и будет писать продолжение Христа до самого конца жизни, в стол. Но они так и не будут опубликованы. Полностью они не опубликованы до сих пор. Отношения власти и Морозова в целом сложились неплохо. Почти все дожившие до революции народовольцы приняли предложенные правила игры. Собирая в фокус революционные чаяния предыдущих поколений, большевики выстраивали свой генезис от Разина и Пугачева через декабристов и народовольцев. Поэтому никто, кроме самих народовольцев, не мог лучше легитимизировать ситуацию. Это была сделка. Старые революционеры послушно исполняли предписанные им указания и писали правильные воспоминания, а в награду получали гарантии безопасности, пенсии и льготы. Изначально большевики создали для них все условия. В 20-х годах Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльно-поселенцев имело свое издательство, журнал, структуры местного управления и даже свое жилье. В Питере на Троицкой, тогда Коммунаров, для них был построен огромный дом коммуна, по иронии судьбы, как раз напротив Петропавловской крепости, где при царе сидели многие из жильцов. А в Москве 2 дома на Покровке. Но потом времена изменились, и старые революционеры перестали быть полезными и начали становиться опасными. Общество политкаторжан было схлопнуто, его структуры распущены, а с 1935-го начались и аресты. Основных фигурантов народной воли это не коснулось. Они остались в XIX веке, своим участием в процессе подтверждали право большевиков на историческую преемственность, а все новейшие внутрипартийные склоки их уже не касались. Уяснив правила игры, проницательный Морозов начинает выдавать себя за исконного марксиста. В конце 1880 года я поехал в Лондон для того, чтобы попросить у Маркса для нашей социально-революционной библиотеки дать что-нибудь из его произведений. И, поддерживая большевиков, получает от них все заслуженные плюшки. Впрочем, выбора у него все равно нет, и, кстати, бонусами он всегда делится с друзьями и коллегами. Например, в 1919 году по инициативе Морозова почетным членом Российского общества мироведения становится Константин Циолковский, которому Морозов затем организовывает личную пенсию научного работника. Все 20-е и даже часть 30-х Морозов лично ходатайствует об освобождении многих арестованных коллег и их родственников, пока ВЧК не намекнет ему, чтоб не лез. В целом же Морозов и Советы дружат. Власть его поддерживает и обеспечивает. Скульптор Гинзбург создает 2 его бюста и даже горельеф. Морозов с гордо поднятой головой и устремленным ввысь взором. В руках сборник стихов «Звездные песни», у подножья тюрьмы лежат разорванные цепи, а у тюремной решетки сидит голубь, символ свободы. Морозов живет там же, где его поселил еще Лесговт в 1906 году. Он прост и демократичен, знает по именам всех сотрудников и их детей, которые его любят, называют Дедушка Мороз и сопровождают в прогулках по набережной реки Пряжки. Институт же занят научной деятельностью. Тут функционируют отделения физиологии, анатомии, биологии и микробиологии, ботаники. На 2 этажах расположены музеи, богатая библиотека, 16 тысяч книг на 8 языках.
Плюс мемориальный кабинет основателя и редакция журнала «Известия Ленинградского научного института имени Лесговта», который издавался до самого закрытия института. С 1919 по 1940 журнал редактировался лично Морозовым. Под его редакцией вышло 22 тома. Летние же месяцы Морозов работает у себя, в Барке. После нападения крестьян на усадьбу в 1918 году он уже обращался за помощью к власти. В январе 1921 наркомзем постановил, что Барок находится под защитой, а в 1923 имение вообще передали Морозову в пожизненное пользование. Есть легенда, что Барок передали ему по личному распоряжению Ленина, но это не так. Документ был подписан Каменевым, но после расстрела Каменева в 1936 году Морозов благоразумно перестал на него ссылаться, взамен начав использовать самое важное для власти имя. Итак, с 1923 года Барок работает по типу совхоза, но получаемый на земле продукт сдается не государству, а Морозовым. Сами хозяева шутят, что являются последними помещиками СССР. Хотя схема передачи имений не уникальна. Например, усадьба Жуковских под Владимиром была оставлена бывшим владельцам за заслуги в области аэродинамики. Также поступили с усадьбой Поленова. Натурпродукт помог пережить голодные 30-е годы и семье Морозовых, и его друзьям, и сотрудникам института, которым он руководил. За хозяйством, конечно, следила Ксения. Морозов занимался только научной работой. Но с годами управление Барком становится все более тяжелым. Возраст, болезни, занятость. И в 1931 году Морозов обращается в Академию наук СССР с предложением об организации в Барке дома отдыха сотрудников. Это, разумеется, была попытка повторить блистательный финт с передачей на государственный баланс Лесговтовского института. Сама идея для Морозова не нова. Еще после февральской революции он предлагал министру земледелия Шингареву, бывшему коллеге по масонской ложе, отдать Барок государству под какое-нибудь культурное учреждение. Но и у Временного правительства, и у самого Морозова очень скоро появились совсем другие проблемы, и идея была забыта. Но на этот раз все срастается. Академия наук согласна забрать имение и переформатировать его для научной работы. Здесь начинает исследование Институт эволюционной морфологии, потом подтягиваются лаборанты Ботанического института. В общем, остается только уладить все формально. В 1932 году советское правительство начинает разрабатывать план по электрификации северной части России. Мы должны иметь новую техническую базу для нового экономического строительства. Этой новой технической базой является электричество. Мы должны будем на этой базе строить все. В районе Углича и Рыбинска решено создать огромное водохранилище и построить гигантскую гидроэлектростанцию. Каждым днем все отчетливее становятся контуры Рыбинского гидроузла. Вырастает огромная плотина, которая поднимет уровень Волжских вод на 18 метров. С точки зрения экологии и биологии, создание рукотворного моря должно было повлечь за собой серьезные изменения в области природопользования и хозяйствования. По всем расчетам, вода должна была подойти совсем близко к Барку, поэтому академики решают, что лучшего места для исследования водоразлива им не найти. Летом 1938 года Академия наук создает в Барке биологическую Верхневолжскую базу, директором которой становится зоолог и гидробиолог профессор Дмитрий Ласточкин, а почетным председателем Николай Морозов. Строительство в Рыбинске начнется еще до войны. В ходе создания гидроузла будет затоплено до 700 населенных пунктов, в том числе легендарная Малога, вотчина Морозова. И красочные картины затопленных городов и возвышающихся над водой церквей становятся одним из символов уходящей Лапотной Руси. Зато весь район обеспечат как электроэнергией, так и системой водоснабжения. В 1948 году биологический стационар Академии наук реорганизует в независимую биологическую станцию имени Морозова. Недалеко от Рыбинского водохранилища расположен поселок Барок,
Он построен для сотрудников научно-исследовательской биологической станции. В хорошо оборудованных лабораториях ведутся работы по изучению рыбных богатств водохранилища. В 1952 ее директором станет знаменитый полярник Иван Папанин, усиливший материально-техническую базу, построивший множество новых жилых и лабораторных корпусов, а главное, добившийся права переименовать биостанцию в институт. И в 1986 после смерти Папанина Институту биологии внутренних вод будет присвоено его имя. Именем полузабытого к этому времени Морозова решено пожертвовать. В 1928 году Морозов разрабатывает проект нового историко-методологического общества, которое должно быть организовано на базе его института. Это был шаг по переформатированию Лесговта в совершенно новый институт, занимающийся поддержкой астрономических и исторических исследований Морозова, задачей которых было согласовать весь комплекс гуманитарных наук с современным естествознанием, что казалось немыслимым без новой систематизации всего накопленного знания вообще. Для Морозова это должно было стать финальным рывком, ведь его коллеге и сопернику Павлову разрешили личный институт. Почему бы не уважить и старого шлиссельбуржца? Однако главнаука в регистрации нового общества отказывает. Это был удар. Морозов полагал, что встретит у власти полную поддержку, но отказ означал, что правила изменились, и его проект уже не так интересен советскому государству. А если он хочет остаться в науке, у него остается один путь – встроиться в Академию наук. Но это невозможно сделать, не имея звания академика. Морозов же помнит, что он самоучка, чужак в мире ученых. Возможно, получение звания действительного члена Академии наук СССР все изменит. В январе 1929 года друг, конфидент и, говоря современным языком, менеджер Морозова, московский юрист Владимир Блюменау, добивается внесения его в список кандидатов в действительные члены Академии наук. Понимая, что по отделениям астрономии и химии его точно забаллотируют, Морозов идет по 5-му списку, гуманитарному, как историк. Но его с треском проваливают и тут. Это очередной удар судьбы. Однако вмешивается политика. Тогдашняя Академия наук вела себя нарочито независимо от власти, и та решает поставить ее на место. В том же году проводится чистка Академии от контрреволюционных элементов, а затем и знаменитое академическое дело. Более 100 человек арестованы, 30 приговорены. Группа бывших гвардейских офицеров расстреляна. В марте 1932 состоятся новые выборы в основательно прореженную Академию наук, на которых получившие урок академики голосуют за всех кандидатур от власти. И за Морозова тоже. Правда, действительного члена Академии ему не дают. Он становится всего лишь почетным членом. Для человека со стороны вроде бы разницы нет, но она катастрофически велика. Почетный академик — это совсем не тот статус. Это звание тоже своего рода хонорис кауза и присваивается в знак уважения, по совокупности общих заслуг. Почетный член Академии наук СССР — тоже победа. Хотя Морозов и понимает, что это подачка за лояльность, но все равно рад. Смог. Дотянулся. Он с удовольствием посещает заседания Академии, ему нравится эта научная среда, он чувствует себя здесь комфортно. Ему уже 78 лет, и он вряд ли надеется протянуть еще достаточно долго, чтобы добиться большего. Плюс 3 года спустя постановлением Госплана РСФСР институт имени Лесговта включен в разряд головных институтов страны. Морозов невероятно воодушевлен. Возможно, еще не все потеряно. Но эти надежды опять оказываются тщетными. Более того, в любимом институте назревает раскол. Его друг, коллега и товарищ Леон Арбели, заместитель Морозова по научной части, проработавший в Лесговте более 20 лет, объявляет о своем уходе. И не куда-нибудь, а в конкурирующий институт, к Ивану Павлову. Такого поворота событий Морозов не ожидает и переносит его очень тяжело. В остальном жизнь идет своим чередом. Работа, руководство, решение бытовых проблем и проблем здоровья. Власть неукоснительно исполняет свою часть социального договора. В 1924 году юбилей. 70 лет Морозова,
и полвека его революционной деятельности. Празднование проходит аж в Михайловском театре. В церемонии участвуют 3000 человек. Приветственную речь читает сам Луначарский. В 1929-м 75 лет Морозову и 50 лет народной воле. Встреча состоится в гигантском Москванарском доме культуры на площади Стачек. На площади проходит приветственная манифестация, внутри торжественное собрание. Морозову устроена овация со вставанием. Со своей стороны он не забывает выполнить свою часть договора. «Я счастлив, что дожил до этого дня», — взволнованно говорит он. «Вы закончили дело, начатое нами». Главным событием чествования становится обращение к Морозову работников Шлиссельбургского порохового завода, работающего с конца XIX века. Жители заводского поселка наслышаны о Морозове-шлиссельбуржце и знают, что он просидел в крепости 20 лет. Короче, почти земляк. К его юбилею собрание рабочих решает присвоить заводу имя Морозова, а заодно уж переименовать и сам поселок. Таким невероятным образом имя Морозова, пацифиста, чудаковатого ученого и добрейшей души человека, было присвоено военному заводу. Кстати, производство сохранилось до наших дней, и поселок имени Морозова при нем, в просторечии Морозовка, процветает. 1934 год. Морозову 80 лет. Юбилей отмечается широко и с широким освещением в прессе. Статью о Морозове помещает главная газета страны «Правда». В ней говорится, что 60 лет своей жизни Морозов провел в неутомимой борьбе, родился в эпоху крепостничества и дожил до эпохи социализма. На заседании в ЦИК от 20 июня 1934 года Морозову присваивается звание заслуженного деятеля науки РСФСР. Также сообщается, что его именем названа малая планета – Морозовия. Правда, на самом деле это небольшой астероид, открытый сотрудником Семиийской лаборатории Григорием Неуйминым еще в 1931 году. Но на такие мелочи никто, конечно, внимания не обращает. 1939 год. В связи с 85-летием со дня рождения и за заслуги как революционера и ученого Морозову в Кремле 7 октября вручают Орден Трудового Красного Знамени. Первоначально маячила более высокая награда – Орден Ленина, но против этого выступил лично Молотов, напомнивший, что вообще-то Морозов был идейным противником Ленина и даже не вступил в ВКПБ, поэтому обойдется. Также в 1939-м празднуется 30-летний юбилей Института Лесговта, и в том же году опубликован план строительства нового огромного комплекса МГУ в Москве. Морозову в этом видится шанс организовать таки при МГУ свой институт новой хронологии. Ведь, как знать, времена менялись раньше и могут измениться вновь. Однако в 1941 году начинается страшная война, которая изменит все. Морозову же, полному планов и идей, работающему по 10 часов в день и находящему время на руководство небольшим, но активным институтом, остается жить всего 7 лет. Война застала семью Морозовых в Барке, куда они традиционно уехали на лето. Морозовым было предложено эвакуироваться, но пожилые люди отказались, рассчитывая, что в такую глушь война не доберется. Свои научные изыскания Николай Морозов не прерывает и в эти дни, но ему становится все труднее. Война до него не добралась, добрались возрастные болезни. Ведь Морозов совсем стар, хотя и бодр. Много лет он провел в тюрьмах, переболев цингой, лихорадкой, различными воспалениями и даже туберкулезом, от которого, как считается, смог вылечиться самостоятельно, что, конечно, больше похоже на миф. Хронические проблемы с желудком, болезни глаз, проблемы с зубами. В общем, Морозов вовсе не был бессмертным супергероем. Был он таким же человеком, как и мы все. И он болел. Хотя известно, что советская власть, дорожа учеными, старалась создавать все условия для обеспечения их жизни и труда. Морозов тоже был прикреплен к спецполиклинике, а с 20-х годов регулярно ездил лечиться в легендарный санаторий «Узкая», где лечился весь тогдашний цвет культуры и науки. Актеры Анучин и Ильин, писатели Обручев, Ефремов и Бернард Шоу,
поэты Цветаева, Маяковский, Мандельштам, Есенин и Пастернак, режиссер Станиславский, комиссары Семашко и Луначарский. Ну и, конечно, Морозов со своей любимой Ксенией. Говоря о жизни Николая Морозова, несправедливо будет не упомянуть его самую близкую подругу — Ксению Морозову. Тот Морозов, каким мы его знаем, добродушный, позитивный, открытый миру, полный сил до глубокой старости, постоянно работавший и много сделавший, не мог бы состояться без поддержки и опеки любимой Ксаны. Она стала его единственным настоящим другом на всю жизнь. Именно с ней романтичный, одинокий мальчик наконец-то перестал беспокоиться. Ксана была любовью, музой, другом, редактором, бухгалтером и экономкой Морозова. А когда с возрастом он превратился, по сути, в карикатурного ученого, рассеянного чудака, она стала еще и его опекуном. Все это не помешало ей заниматься и своей работой. Она написала несколько десятков сказок, научно-популярных рассказов и даже пьесу для детей. А после смерти мужа Ксана, пережившая его всего на 2 года, написала 3-томный труд «Одна замечательная жизнь», в котором изложила биографию любимого Лапочки, в основном дореволюционную, благоразумно обойдя вниманием новейшие времена. Эта работа будет выполнена по государственному заказу, но уже в 1947-м имя Морозова станет уходить в тень, и 3-томник будет вычеркнут из планов издательства. Он остается неизданным до сих пор. Я прошу немедленно мобилизовать меня на фронт. С военным периодом жизни связан еще один миф о Морозове. И стал самым старым солдатом в Великой Отечественной. Что весной 1942-го он был снайпером на передовой. Попал, дед. Давайте посмотрим правде в глаза. В 1942 году Морозову под 90. На время войны он официально оформлен в длительную командировку на станцию Академии наук СССР в Барок. Сведений о присутствии Морозова на фронте нет. Зато в архивах есть другие документы. 7 марта 1942 года Николай Морозов прибыл в Москву, в Кремлевскую больницу, страдая серьезным возрастным урологическим заболеванием. Он до последнего отказывался лететь в Москву, но в итоге Ксения забила тревогу. Морозов буквально при смерти, и его спецрейсом везут в Москву. Он худеет, температурит. Он не может ходить. Во время налетов его на носилках относят в убежище санитары. 13 марта 1942 года уролог Фрейштейн делает Морозову операцию. 22 марта несгибаемый Морозов уже почти восстановился, а 26 апреля к нему наконец приезжает обожаемая Оксана. 5 апреля врачи говорят Ксении Александровне, что больше сделать ничего нельзя. Морозов непременно умрет, оставаться в больнице смысла нет. 13 мая Морозова выписывают и на самолете отправляют домой. В Барок он прибывает 14 мая 1942 года в 10 часов утра. Вот так провел Николай Александрович весну 1942 года. Кстати говоря, при выписке врачи Кремлевки дают ему всего месяц-два жизни, но он проживет еще 4 года, будто специально, чтобы встретить Великую Победу. В 1944-м, в честь 90-летия, с формулировкой «за выдающуюся многолетнюю научную деятельность в области естествознания» Морозова все же наградят орденом Ленина, а на следующий год внезапно дадут и еще один, уже 2-й. Награда эта утешительная, по совокупности заслуг и за долгую жизнь. Формулировка «за выдающиеся заслуги в развитии науки» и в связи с 220-летием Академии наук СССР. 90-летний юбилей почетного академика празднуют в Барке. В гости приезжают друзья, старые ученые и революционеры. В том же году Совнарком присваивает биостанции Барок имя Морозова. В 1945-м здоровье Морозова ухудшается. Ему 91 год, и врачебный надзор за ним в Барке невозможен. Академия наук дает Морозову квартиру в Москве, но он там практически не живет, находясь под наблюдением в академических санаториях Узкая и Барвиха. Проведя зиму в санаториях,
Николай Александрович Морозов традиционно возвращается на лето домой, в свой любимый барок. На этот раз навсегда. Он умрет 30 июля 1946 года в этом самом доме, где родился и жил. А здесь он похоронен. Морозов не переставал работать в кабинете на 2-м этаже своего флигеля до самой смерти. Последней его научной работой стала статья «Эхо солнечного света», а последними его словами были «Прощайте, звезды». Похороны прошли в усадебном парке в 100 метрах от флигеля. К столетию Морозова на могиле был открыт памятник работы скульптора Мотовилова. Торжественную церемонию возглавил Иван Папанин. Умершая почти сразу за ним, его любимая Ксения, была похоронена рядом со своим незабвенным Лапочкой. Морозов был удивительным человеком, достойным своего уникального поколения. Но в личности Морозова нас привлекают даже не столько его поразительный жизненный путь, наполненный приключениями, ошибками и достижениями. В конце концов, такова жизнь любого человека. Нас привлекает сама суть его личности, стоическое, позитивное восприятие мира, жизнерадостность, работоспособность, постоянная жажда нового, неизвестного и неизведанного, и, конечно, его стремление быть полезным людям. Живой, неутомимый ум, верность слову и друзьям, житейская сметка и жизненная сообразительность — вот что восхищает нас. Не плакать, не сдаваться, не жаловаться, не бояться, работать и любить мир, потому что, каков бы он ни был, он хорош. Ни один современный коуч не сравнится с Николаем Морозовым в умении личным примером преподать нам урок воли, стремления, работоспособности и, самое главное, жизнелюбия. Это и есть главное наследие Морозова. Надо просто больше работать и меньше думать о себе. Легенда говорит, что последними словами Николая Морозова были «Прощайте, звезды», которыми он простился с миром. Но нет, мы не прощаемся. Завещание жизни Николая Морозова таково: никогда, до самого конца не прекращать учиться, бороться, искать, преодолевать слабости, верить в мощь человеческого разума и помнить про звездное небо над головой. Нет, мы не прощаемся. Наоборот, мы говорим «Здравствуйте, звезды». Догорает свеча, догорает, а другого светильника нет. Пусть мой труд остановки не знает, пока длится мерцающий свет. Пусть от дремы, усталости, скуки ни на миг не потухнет мой взгляд. Пусть мой ум, мое сердце и руки сделать все, что возможно, спешат. Чтоб во сне меня мысль утешала, что последняя вспышка огня, что последняя искра застала за работой полезной меня. Все.